One 77. Это очередная машина, которую вы никогда не сможете себе позволить. С ее появлением Астон Мартин вступает в фазу бесстыдного заработка на тех, кто ведет греховный образ жизни. Это цитата из статьи Edmunds, вышедшей сразу после премьеры прототипа Aston Martin One 77 на парижском автосалоне 2008 года. Столь резкие слова, напечатанные одним из крупнейших автомобильных интернет-изданий Соединенных Штатов, вполне имеют под собой основания. Ведь премьера One 77, суперкара с ценой более 1 миллиона фунтов, состоялась в момент, когда мировая экономика уже начала трещать по швам, предвещая страшнейший финансовый кризис, масштабы которого были сопоставимы только с Великой депрессией 30-х годов. Но можно ли винить в попытке заработать на самых богатых и сильных мира сего компанию, которая никогда не выпускала дешевые автомобили? Тем более, что работа над проектом началась в то время, когда мировые рынки все еще показывали рекордные показатели роста. Когда работа была у всех, кто желал работать. Когда банки выдавали кредиты всем, кто хотел их взять. Когда деньги были повсюду, а оптимистические ожидания и уверенность в завтрашнем дне были сильны, как никогда прежде. Именно в этих условиях доктор Ульрих Бетц, тогдашний главный исполнительный директор Aston Martin, принял решение создать уникальный, эксклюзивный автомобиль, который можно было бы назвать идеальным Астон Мартином. И, разумеется, такая машина не могла стоить дешево. Особенно, учитывая тот факт, что для ее строительства был возведен полностью новый завод, выведенный из эксплуатации после того, как были построены все 77 экземпляров модели. Самый первый прототип One 77, показанный в Париже осенью 2008 года, не был полноценным автомобилем. Он был всего лишь нефункциональным полноразмерным макетом, большая часть которого была скрыта чехлом, сшитым по спецзаказу специалистами знаменитого английского швейного ателье Savile Row. Впрочем, Aston Martin никогда не называл One 77 ни автомобилем, ни даже суперкаром. В первом официальном пресс-релизе эта модель значилась как предмет автомобильного искусства. А те избранные, кто желали стать его владельцами и были готовы внести невозвратный депозит в размере 200 тысяч фунтов, назывались не покупателями, а покровителями. Почему Aston Martin решил построить именно 77 экземпляров своего идеального суперкара, а не 50 или, к примеру, 100? Да просто потому, что Ульрих Бетц счел такие круглые цифры слишком банальными. Кроме того, многие специализированные инструменты, применявшиеся при сборке каждого One 77, должны были использоваться не более 80 раз. Доктор Бетц выбрал 2 счастливых семерки в качестве финального тиража модели и, соответственно, ее название. И явно не ошибся с выбором, ведь более половины заказов на супердорогой и суперэксклюзивный суперкар была получена еще до того, как полностью готовая функциональная версия One 77 со всеми реальными спецификациями была продемонстрирована в марте 2009 года на Женевском автосалоне. А почти 60 из 77 моделей были проданы в первый же год производства, продолжавшегося до 2012 года. Компания Aston Martin задумала создать эксклюзивную машину, которую захотел бы каждый, кто сможет себе позволить ее покупку. И все усилия, брошенные на ее создание, были с лихвой возмещены, несмотря ни на какие мировые кризисы. Поговаривают, что один из покупателей, покровителей, заказал сразу 2 One 77. Один как готовую для езды машину, а второй как лишенные кузовных панелей шасси с мотором и всем прочим, которое якобы было повешено на стену в одном из залов его дворца. Так что же делает Aston Martin One 77 столь уникальным, что даже ценник в 1,2 миллиона фунтов стерлингов не стал причиной его провала в условиях жесточайшего кризиса? Во-первых, это двигатель.
Стандартный 6-литровый алюминиевый астоновский атмосферник V12, превращенный совместно со спецами из Cosworth в совершенно нестандартный 7,3-литровый агрегат, развивающий 750 лошадиных сил мощности и 750 ньютон-метров крутящего момента. Производитель утверждал, что 80% деталей этого мотора были новыми в сравнении с донорским двигателем. И на момент своего появления он являлся самым мощным атмосферным силовым агрегатом в мире, заставлявшим машину ускоряться с места до сотни за 3,7 секунды и достигать максимальных скоростей свыше 350 км в час. Во-вторых, это регулируемая подвеска, сложная конструкция которой была позаимствована у гоночных болидов немецкой серии DTM. Лишь несколько моделей серийных авто могут похвастаться такой подвеской, основным отличием которой является горизонтальное расположение пружин и амортизаторов. При этом финальные настройки подвески подгонялись под каждого конкретного покупателя в ходе тестовых заездов, проводимых вместе с главным инженером компании. Примечательно, что тест-драйв с последующими донастройками подвески проводился лишь после того, как машина была куплена. Третья составляющая уникальности Aston Martin ONE77 – это его шасси, каждый элемент которого был выполнен из углепластика по той же технологии, что применяется для строительства шасси формульных болидов. Благодаря этому сверхлегкому карбоновому монококу масса автомобиля должна была не превысить 1,5 тонн. Однако в реальности она достигла 1630 килограмм. При том, что сам по себе ONE77 не такой уж и большой. 4,6 метра в длину, почти 2 метра в ширину и всего 1,20 метра в высоту. Вообще, что касается технической составляющей, то ONE77 и впрямь был совершенно уникальным произведением искусства. По крайней мере, если говорить о модельной линейке Aston Martin. Единственной ложкой дегтя во всем этом великолепии инженерной мысли стала коробка передач, слегка модифицированная шестиступенчатая роботизированная механика от стандартной модели DB9. Журнал Top Gear писал, что эта коробка, которой не хватает изящества и тонкости управления, была просто недостойна такого автомобиля, как ONE77. Однако об этой проблеме стало известно уже после того, как все экземпляры были проданы. Ни одному журналисту не было дозволено сесть за руль ONE77 ни сразу после его премьеры, ни даже в течение некоторого времени после завершения его производства. Возможно, наиболее привлекательной особенностью этого авто с точки зрения покупателей, сделавшего машину действительно уникальной и эксклюзивной, стал ее дизайн. Причем не столько его внешняя часть, готовый кузов и интерьер, сколько сам процесс его создания, объединивший в себе новейшие технологии и традиционные методы. Форма кузова разрабатывалась исключительно на глиняных макетах с учетом пропорций золотого сечения, которые, как считается, кажутся для большинства людей естественным образом привлекательными. Абсолютно каждая деталь кузова и интерьера была создана специально для этой модели, включая даже значок Aston Martin, чуть больший по размеру, чем значки на других моделях компании. Кузовные панели создавались из алюминиевых листов полностью вручную теми же методами, что и десятилетия назад, чем Aston Martin особенно гордился. В результате на производство и ручную сборку одного ONE77 уходило более 2500 человека-часов, тогда как время на создание стандартной модели Aston составляло в среднем 200 часов. Aston Martin ONE77 стал именно тем, чем он задумывался. Уникальной, эксклюзивной и очень дорогой машиной, созданной в непростое время, сумевшей захватить воображение прессы и покупателей и завоевавшей несколько самых престижных наград в области автомобильного дизайна. Aston Martin ONE77 стал именно тем, чем он задумывался – идеальным Aston Martin'ом.